кто будет подавать сценарий, в наличии не было. Привет, меня по-прежнему зовут Настя. Я хочу вас очень поблагодарить за то, что поддержали меня в моем первом видео, за ваши комментарии. Мне было очень приятно. Я с удовольствием ответила на них на всех. И я жду, пока вы напишите новые. Это второе видео, как я обещала, про оскорбления. Хочу начать я с того, что у нас у всех разное детство, разные родители и видение жизни тоже разное. Если мои советы для кого-то окажутся полезными, мне будет очень приятно. Свое видео я хочу разделить на 4 части, и мы будем последовательно их рассматривать. Моя история оскорбления началась еще в детском саду. Да, в этом возрасте очень сложно что-то анализировать, поэтому пришлось либо плакать, либо отвечать тем же. Одно из моих самых любимых оскорблений, которое пронеслось вплоть до класса 9 школы, это коверканье моей фамилии. Напишите в комментариях, если у вас было так же. Я думаю, было это у всех. Второе оскорбление – это цвет моих волос. Рыжей я перестала быть лет в 5, хотя это оскорбление продлилось чуть ли не до конца школы. Брюнетка — это не оскорбление, блондинка, ну да, блондинка тупая. Тупой стереотип, и так могут думать только недалекие люди. А вот рыжая — это оскорбление. Спасибо любимым соседям за то, что дают снять видео. Да, мои волосы со временем становятся светлее, светлее, светлее. Тупее, видимо. И то, что постоянно кричали «рыжая, рыжая», да, меня действительно этим задалбливали, но никогда у меня не было желания перекраситься по этому поводу. В институте хотела черные прямые волосы и челку сделать, но так как у меня волосы вьются, гладкой челки, я просто состарюсь. Ну и плюс я очень не люблю, когда у меня что-то на лице, где-то еще с края я могу это выдержать, но вот так вот, особенно если мне что-то перекроет глаза, мне вот захочется сразу отмахиваться, меня это жутко раздражает. Завидую искренне, как вам это не мешает. Я человек, которому мешает все. Не могу, не умею, не научилась. Такая же у меня, кстати, ситуация и с сережками. У меня также не проколоты уши, и когда мне задают этот вопрос, почему до сих пор нет, я говорю, что я и так обезьяна, куда мне еще серьги нацепить? Да, у меня их еще нет, но они мне уже мешают, все правильно. Ну да, к этому можно привыкнуть, но пока я буду привыкать, нет, не хочу, нет. Далее с оскорблениями я столкнулась уже в школе. Был такой замечательный сайт Ask.fm. Пишите в комментариях, кто помнит этот сайт. Там задавались вопросы от системы, как я помню, и плюс от людей. Можно было анонимно, можно не анонимно. Столько оскорблений, сколько я получала там. Ну, видимо, потому что анонимно, да. Я не получала нигде. На первое время я пыталась что-то отвечать, но в итоге я снесла этот сайт к чертям и все, и успокоилась. Вы увидели оскорбление в вашу сторону и уже звоните киллеру? Говорим себе стоп и включаем голову. Если ваша проблема в том, что вам неприятно слушать негативное чужое мнение в ваш адрес, у вас портится из этого настроение, вы не можете не реагировать, главное запомнить одну вещь. Не существует идеального человека. Запомните, нет человека, который бы всем нравился. Даже если вы станете на улице и будете раздавать деньги, все равно найдется тот, кто спросит, почему так мало. И всем вы никогда не угодите. Поэтому остановимся на себе. Давайте угождать только себе. Ваше здоровье моральное и физическое. И выше этого не может быть ничего. Самые частые оскорбления – это, как правило, переход на личности. И, как говорится, если оппонент перешел на оскорбление о вас, то спор он проиграл. Обычно так поступают те, у кого закончились нормальные аргументы, и им больше нечем крыть, как говорится, и они начинают проходиться по вашей внешности. Итак, как я это проработала? Мое любимое оскорбление. Ты толстая. Хорошо. У меня есть глаза, у меня есть весы, у меня есть ноги. Логично, я могу встать ногами на весы, увидеть свой вес. Да, я это знаю. Это для меня не тайна. Я вешу 55 килограмм. Для меня это отличный вес. У меня сформировано это мнение о себе, четкое мнение, четкое понимание. Допустим, я набрала 65 килограмм. Да, я вижу, что я толстая. Это не ожирение, но мне не нравится все равно, как выглядит моя фигура. К ожирению, да, я стремлюсь. Да мы все туда стремимся. Да, это вообще святое, да. И подбородка меня приветствуют снова. Ну и остальные места тоже. Мне кто-то пишет, что я жирная. Спасибо, я знаю. Спасибо, что работаете моими глазами. Мне хватит 2. Как вы меня можете этим оскорбить? Я вижу, что я жирная. Кто-то сказал, что мне так стало лучше. Нет, я вижу себя в зеркало, мне все равно, что даже 100 человек, если скажет, что мне так лучше, 55 хуже, мое мнение выше, нет, мне надо 55. Мне виднее, какая я. Мне виднее, не кому-то с комментариев и так далее, кто меня там глаза особенно никогда не видел. Я отношусь так, я вам советую так относиться. Ты тупая. Хорошо. В чем я тупая? Где я тупая? На основании чего? Приведите факты, обоснуйте. Обычно только ты тупая. Все, обычно больше ничего не бывает, да? Я для себя знаю, я тупая там, в программировании, в медицине. Так я себя не называю врачом, я себя не называю программистом. Я туда не лезу.
Я не говорю, что я в этом эксперт. Вот если я это скажу, вы мне напишите, ты там тупая, да, это будет правда, но я это не буду писать. Не реагируем, девочки, это бред. Это просто бред, это неправда. Ты, прости, ну вы поняли, да, о чем я говорю? Опять же, если этого нет, если я для себя знаю, за себя я знаю, что этого нету, на что мне обижаться? Даже если это есть, и мне так пишут, какая вам разница? Кто вы, что вы, какое вы право имеете судить? Все, на бред я не обижаюсь. Я не обижаюсь на то, чего нету, на какие-то выдуманные факты, какие-то сочинительства, на Мурзилки, на вот эти. Я не обижаюсь. Меня это больше веселит. Разберем того, кто чаще оставляет такие комментарии с оскорблениями. Мне больше всего нравится категория людей, которые скрываются за фотографией цветочка, носочка и так далее. Какой-то там Васечка, у которого стоит голова коня на фотографии, он мне пишет, что я тупая. Основные причины написания таких комментариев — это, как правильно, это из-за привлечения внимания, из-за желания какой-то популярности, которую нельзя получить каким-то другим способом, только таким, да. Для того, чтобы почувствовать свое превосходство над кем-то, унижая других, какую-то самооценку себе выработать за счет других. Если элементарно дома что-то у него не так происходит, ему негде высказаться, его там унижают, он там не может ответить, он приходит в интернет, и так как его никто, непонятно, там искать не будет, эту башку коня, он с удовольствием все свое добро выльет на всех остальных. Если с конем мы не сможем определить причину, то приведу пример там, где причина назвала сама себя. Когда-то я работала в своем любимом женском коллективе, и там была такая девочка, которая меня доставала на протяжении практически года. Покойся с миром, девочка. Шучу, конечно. Меня оскорбляла, когда могла, ну и так далее. В один момент, я не знаю, что там сошлось Марс с Юпитером или где-то что-то еще, она подходит ко мне и говорит: извини, Настя, я к тебе отношусь так плохо, потому что я женщина с очень непростой судьбой, у меня развод, ну и так далее. Прям как в сказке, да? Так вот, она извинилась, и, естественно, речи ни о какой дружбе идти не могло, потому что человек не один раз меня там где-то случайно как-то оскорбил, а на протяжении практически года. А скотское отношение я не прощаю. На самом деле я не прощаю очень многие вещи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы хотите видео на эту тему, и если хотите на какую-то другую, тоже, пожалуйста, укажите эту тему в комментариях. Так вот, эта девочка 35-летняя объяснила очень многое за всех остальных девочек, которые себя так ведут. Мой анализ заключается в том, чтобы не психовать и не отвечать, а подумать и проанализировать, почему этот человек себя так ведет. И в результате вы поймете, что это несчастный человек. Анализируйте всех, кто вас оскорбляет. Будьте психологом. Хотя некоторым нужны психиатры, но вы постарайтесь разобраться все равно, хоть вы и не врач. Хотя да, среди вас меня могут смотреть врачи, кстати. Я думаю, если бы я обратилась к психологу, этому психологу понадобился свой психолог на следующий день. Ну да ладно. Отнеситесь к таким людям, как к душевно больным. Врачи же не обижаются на своих пациентов. Вот и вы не обижайтесь. Просто улыбайтесь. Как я реагирую на оскорбления? Для начала нужно разделять. Сколько ты еще будешь скрипеть, когда я записываю видео, где оскорбление, а где конструктивная критика? Это несложно. Критика — это когда человек вас критикует с целью помочь вам, что-то подсказать. После этого не остается гадкого осадка, ну и желание позвонить киллеру. Не надо, девочки, не надо, берегите себя, не надо. И иногда за такой критикой прячутся оскорбления, как, например, часто на работах, в школах бывают такие ситуации, допустим, вы сделали документ какой-то, приносите своему работодателю, и тот говорит: ты что, тупая, ты не могла 2 абзаца в один поместить? Нам вроде бы говорят, как сделать правильно и хотят помочь, но при этом это все сопровождается оскорблением тупая. Вот это оскорбление. Естественно, в критике было все по-другому. Сказали бы: пожалуйста, переделайте, вот эти 2 абзаца нужно поместить в один. Но только не оскорбляйте, потому что хамство, вот, да, это тоже, видимо, тема для отдельного видео. Мне кажется, такие ситуации очень часто в школе, когда учителя психуют, по 10 раз школьники что-то могут затупить и так далее, вот они уже на психах, уже, блин, ну уже напиши, ну правильно, что ж ты вот Васечка, Вася, чего ты коня поставил на фотку? Ой, Вася конь, этот мне покоя не дает. Даже если это хорошая критика, опять же, ваше мнение, первое. И критику лично я готова, ну, допустим, на тему того, что я толстая, поправилась и так далее, я готова выслушать от людей, которые перепробовали на себе много всего, всех этих диет бесполезных и так далее, и что им подошло, не подошло, у которых есть опыт. Вот их я готова выслушать.
И вряд ли вам даже такой человек скажет, что ты жирная, понимаете? Он скажет, ты ленивая. Вот я ленивая, я опять же это проработала, я за себя знаю. Я знаю, что я могу быть лучше, мешает моя лень. Как и очень многим мешает лень. Я на этого человека не обижусь, он говорит правду, я могу сама это сказать, я не скрываю. Вот эта критика, которую можно принимать. А вот от такого Васи, коня за 80 тысяч километров, который напишет толстая, так тот Вася может в 3 раза толще быть. Мы не знаем вообще, кто там. Может, там эта девочка с работы с моей сидит предыдущей, да? Там кто угодно может быть. Вот здесь нужна проработка себя для того, чтобы вы сохраняли свое здоровье, вот эти нервы, чтобы вы не тратили на эту чушь из интернета, на людей, из жизни, вот это вот, на вот эти тупые оскорбления никому не нужные, вообще в воздух, которые бросаются, вот именно для этого. Отвечать вы можете, я тоже иногда отвечаю, но не потому, что меня зацепило и обидело, это огромная разница. У меня вот эти моменты проработаны. Я отвечаю, когда мне скучно, и отвечаю я не оскорблениями, а я, наоборот, могу лишний раз над собой подшутить. Я могу, допустим, еще больше подогреть ситуацию в силу моего характера замечательного. Вот, я могу написать, я только тупая, или еще вы что-то на меня насобирали. Только толстая еще и тупая, я могу и так написать. То есть я больше смеюсь над тем человеком, который пытается меня высмеять. И я вас уверяю, тому человеку будет неинтересно. Интересно только, когда вы реагируете так, как хочет тот, кто вас оскорбляет. Когда вы позволяете себе оскорбиться, вот только тогда. Это будет продолжаться, вот пока он не насладится, там все самооценку не повысит до небес. Смеяться над собой и переводить все в шутку — это очень хорошее умение, и вы таким образом можете решить много конфликтов и на работе, даже в том же интернете, да, нашем всеми любимым и обожаемом. Это действительно решает очень многие ситуации. Вот у меня есть самоирония. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Призываю вас выработать в себе, научиться себя принимать. Во всех ситуациях жизненных надо искать хорошее до последнего. В идеале вообще относиться к каким-то неприятностям с юмором. Ахаха, сало на бочке, сегодня пожарю картошечку. Все, просто такая наивная какая-то глупость, но вы не тратите нервы. Вы не стоите перед зеркалом, вы себя не грузите, да когда я похудею, да вот это вот зачем вы? Вы сохраняете свои нервы, вы сохраняете свое здоровье. Здоровье — это самое главное, что у нас есть. Если ситуацию нельзя изменить, да, мы меняем отношение к ней. И вот если у вас будет только позитивное отношение, ваши нервы точно будут в порядке. Так что вот, девочки, верим в себя, вы у себя самая главная поддержка. Можно терять работу, друзей, отношения, что угодно можно терять, но пока вы не теряете веру в себя, вы будете сильным и уверенным в себе человеком в любой ситуации и сможете всегда найти свет в конце туннеля. Делитесь друг с другом теплотой. Делитесь друг с другом добром и теплотой. В декабре ее так не хватает. Сижу в декабре в платье и рассуждаю про теплоту. Вот это, кстати, пример самоиронии.